Всем привет! Для начала хочу поздравить всех победителей войны королей и тех, кому просто подарили эту победу. Обидно то, что даже здесь игроки умудряются устроить так называемую ферму и дарят друг другу победы, но это дело каждого, может быть я что-то в этом не понимаю. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Война королей не была бы войной королей, если бы в ней не было бы столько багов. Баги, где нам за победу в ставках не давали просто очков. Я на этот раз смог собрать всего лишь 4000 очков, и это реально намного меньше, чем в прошлый раз. В ставках я ошибся всего лишь в пару боях, но знаю тех, кто сделал все ставки верно и также получил намного меньше, чем в прошлый раз. Но ставки это не самая большая проблема, тут есть что-то интереснее. Как вы видите, в этой паре второй бой победил якобы игрок справа. Давайте же посмотрим бой. Уже видно то, что игрок справа должен проиграть, но может произойдет чудо и его один герой убьет всех, но чудо не происходит и игрок слева победил. И еще даже осталось 26 секунд, но почему-то ему засчитали поражение. Знаете, что самое обидное для игрока слева? То, что он должен был выходить в следующий раунд со счетом 3-1 и мог бы попасть в финал и там победить, так как сил у него довольно-таки много, но, увы, смешной и обидный баг не дал ему победу. И вы знаете, это не первый случай и не последний. Теперь перейдем в нашу сетку войны королей. Групповой этап, 4-й бой. Как тут показано, игрок слева победил. Давайте же проверим это.
Как видим, осталось 36 секунд, и игрок справа победил. И снова смешной баг, победу дали другому. Если бы не баг, то был бы 5-й бой, и где на 99% я уверен, что Фан победил бы с легкостью. Переходим к следующей паре, где есть сразу 2 боя с багами. Бой номер 2. Тут мы видим победа игрока слева. Включу на ускоренном, чтобы не тратить наше время. И тут мы видим, должна была быть ничья, но дали победу игроку слева. И тут же 4-й бой. Как показано, победа игрока справа. Смотрим бой. Но, как вы видите, осталось еще 31 секунда и победа игрока слева. Но одно хорошо в этой паре, эти баги никак не повлияли на исход боя. Просто счет был бы 3-3, и игрок справа все равно прошел бы далее, так как у него силы больше. При ничье проходит дальше тот игрок, у кого больше силы. Вот как-то так, не знаю, после таких глупых багов стоит ли вообще обращать внимание на эту войну королей, это решать вам. Я же скажу, что это максимально обидно. Как же так? Они не смотрят бои, чтобы увидеть эти баги, ведь тут война королей. Это те, кто тратит огромные деньги в эту игру, но разработчикам попросту плевать. И они не хотят тратить свое время на то, чтобы просто пересмотреть все бои. Так вы теряете активных игроков и тем самым просто убиваете игру. Каждый раз говорю, что надеюсь, что разработчики возьмутся за голову и начнут исправлять свои ошибки, но почему-то этого не случается. Как-то так. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и конечно же включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и также стримы. И всем пока-пока.